Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я вам подробно покажу и расскажу, как приготовить карпа без костей. И способ этот очень простой и быстрый. Я такой системой приготовления пользуюсь уже больше года с разной костлявой рыбой. И эта система действует на 100%. Если вы приготовите карпа так, как я вам сейчас покажу в видео, то я вам гарантирую, что все мелкие кости на спине исчезнут и вы спокойно сможете есть самую костлявую спинную часть уже без костей. Я уже несколько видов костлявых рыб пробовал готовить по этой системе. И все работает. Все эти мелкие кости на спине у разных сортов костлявых рыб, как будто исчезают, и их спокойно можно есть, не опасаясь попадания этих самых мелких костей. Жаль, что я раньше не знал про эту систему. Из-за этого я часто не употреблял в пищу вкусные, но костлявые виды рыб. А сейчас эта проблема наконец-таки решена. И это, как оказалось, очень просто сделать. Посмотрите видео до конца и вы увидите весь секрет. Я взял 2 зеркальных живых карпов. Каждый весит около килограмма. Итак, начнем все по порядку. Сначала я очищу карпа от чешуи. Хотя у зеркальных карпов ее почти нет, и зеркальные карпы более сочные и вкусные, особенно когда их запечь в духовке. Я пробовал и жареных карпов, но, как оказалось, самый лучший способ приготовить вкусного карпа – это просто запечь его, так как у него очень много жира, а жирные сорта рыб лучше всего запекать, так они получаются намного вкуснее. После того, как очистил от чешуи, я разрезаю брюхо и вытаскиваю внутренности. После чего, хорошо промываю все в проточной холодной воде. Дальше я отделяю головы. И уже из головы удаляю жабры. После того, как рыбу полностью распотрошил, я подготавливаю специи, чтобы замариновать рыбу и убрать в холодильник почти на сутки. Для удобства я беру нужные специи и насыпаю в стаканчик. Количество специй тут уже на любителя, кто сколько желает. Из специй я буду использовать приправу карри, копченую молотую паприку, черный перец, молотый кориандр. Теперь размешаю все. Теперь везде обсыпаю рыбу специями и головы также тщательно мариную. Карпов я буду готовить на следующий день, за это время рыба очень хорошо пропитается специями. Все, теперь убираю в холодильник до завтрашнего вечера. И уже перед самим запеканием я покажу процедуру, как очень быстро избавиться от костей. Итак, наступил следующий день, точнее уже вечер. Духовку я уже заранее разогрел. Показываю процедуру, как нужно избавиться от костей, чтобы в готовом запеченном виде рыба уже была без этих мелких костей на спине. Я беру тушу карпа и начинаю ножом делать глубокие надрезы на спинной части, там где расположено много мелких костей. 2 важных момента. Надрезы нужно делать очень близко друг от друга, и второе, надрезы должны быть глубокие, до хребта. Суть в том, чтобы перерубить ножом эти мелкие кости. Когда я делаю надрезы, то я сквозь нож чувствую, как перерубаю эти мелкие кости, это даже слышно. Вся суть в том, что когда мы таким способом перерубаем мелкие кости на спине, то уже в процессе приготовления, будь то на сковороде при жарке, или в духовке при запекании, высокая температура уничтожает все эти кости, так как они очень тонкие и в уже сломанном состоянии. Когда доходите до хвостовой части, то надрезы уже нужно делать по всей длине, так как там расположено больше этих мелких костей. Теперь беру большой противень. Наливаю немного кокосового масла. Размазываю масло по всему противню. Аккуратно кладу 2 карпов вместе с отделенными головами.
Запекать буду 1 час 40 минут, при температуре 180 градусов. Через 1 час я вытащу противень и положу в него замороженную стручковую фасоль и 2 охлажденные колбаски по-домашнему, и будет все это доготавливаться еще 40 минут. Ну вот и все. Время доставать вкуснейший ужин из карпов уже без костей. Вы сейчас все увидите. Все готово, карпы отлично запеклись. Запах прекрасный. Сейчас я вам попробую показать места на спине, где уже нет костей. Может быть, вам так на камеру это не видно, но я гарантирую вам, что тут уже нет костей. И эти места можно смело есть хоть вилкой, хоть ложкой, не опасаясь костей. Я ведь уже больше года так готовлю. И ем вот таких карпов без костей, поверьте на слово. Советую вам приготовить так, как я вам показал. И вы уже будете так готовить рыбу. И с удовольствием есть рыбу без костей. Вкусный ужин из вкусных, запеченных карпов без костей готов. Я сегодня весь день ничего не ел, сейчас буду наслаждаться этим замечательным ужином и есть с удовольствием и хорошим настроением вот таких замечательных карпов, особенно спину, в которой нет этих маленьких, вредных косточек. Теперь вы знаете метод, как быстро избавиться от мелких костей. Обязательно применяйте этот метод, который я вам показал. Это работает на 100%. Надеюсь, вам понравился мой видеообзор. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Каждая ваша подписка дает мне больше мотивации и сил продолжать еще интереснее снимать. Если вам было интересно, ставьте лайки, делитесь в комментариях. Желаю вам удачи и хорошего настроения на каждый день. С вами был канал Скромная жизнь.